Привет! Видео без лишних слов и сложное наращивание в 13 лет. Сегодня обязательно затронем вопрос, со скольки же все-таки можно делать маникюр и наращивание ногтей. Сегодняшнее видео будет реально интересным, так как моя клиентка – это 13-летний мастер маникюра. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с ногтями. Самая распространенная проблема молодых подрастающих человеков – это заусенцы и обгрызанные ногти. Здесь есть и то, и другое. А вот уже такое встречается нечасто. Это и является основной причиной того, почему нельзя делать ногти в таком раннем возрасте. И прежде чем моем руки и обрабатываем их антисептиком, связываемся с родителями, спрашиваем разрешение на процедуру и уточняем все нюансы и пожелания, в том числе и по дизайну. На ногте большого пальца я заметила остатки глянцевого покрытия. Как оказалось, это не обычный лак, а остатки базы. Поэтому я взяла мягкую насадку и на максимальных оборотах, абсолютно без давления, очищаю ноготь до натурального. Параллельно веду допрос, что же случилось с этим ногтем. Подробности вы узнаете немножко позже. А пока вскрываю крафт-пакет. Кстати, родителям мы обязаны ответить, как и чем будем работать. Также о стерилизации и индивидуальные наборы пилочек. Необходимо отодвинуть и отклеить кутикулу. Здесь возникла небольшая проблема, так как заусенец свежий и еще болит. Поэтому сделать удобный захват пальца не получалось. И нужно было помнить о нем на протяжении всей процедуры, чтобы клиентка не ощущала боль. Пушером отодвигаю и отклеиваю кутикулу. А вот стороной топорик я не счищаю птериги. Я проверяю, нет ли склеек кожи с ногтем и хорошо ли раскрыты карманы. Если где-то все же есть склейка, то аккуратненько избавляюсь от нее. Заусенцы здесь практически на каждом пальце, но разной давности. Возле свежих необходимо работать максимально аккуратно, чтобы инструментом случайно не ткнуть в эту ранку, ведь помимо боли, поврежденный участок может начать кровить. Когда карманы хорошо раскрыты, начинаем работать аппаратом. На форварде конвейером сразу обрабатываем 10 пальчиков. Насадку ведем с правого синуса к левому боковому валику. В этот момент аккуратно счищаем птериги с ногтевой пластины, зашлифовываем внутреннюю часть кутикулы, раскрываем эту самую кутикулу и зашлифовываем боковой валик. Сейчас работаем лишь с левой половиной. Чтобы не оставить бахрому кожи и кусочки неочищенного птеригия, обязательно необходимо оттягивать кожу над кутикулой вверх, смотреть, что мы пилим, и обязательно вовремя счищать пыль. Работаю алмазной фрезой с синей насечкой, форма безопасное пламя, размер 0,25. Частая проблема в обработке кожи – это то, что насадка не спиливает кожу, а полирует ее.
Причин несколько. Либо насадка уже отработала свое и все напыление стерлось, либо изначально насадка была плохого качества с плохим напылением. Другая причина – это неправильно подобранная скорость аппарата. Для каждого типа кожи, сухой или влажной, необходимо подобрать нужную скорость обработки. Для работы с влажной кожей скорость аппарата сделайте немного меньше. Для сухой, наоборот, повысьте скорость. А вообще, покрутите ручку аппарата, и вы сами поймете, какая скорость вам необходима. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Обработав левую половину сразу 10 пальчиков, переключаем аппарат на реверс и зачищаем правую половину. Насадку двигаем от левого синуса к правому боковому валику. Также зачищаем ноготь от птеригия, зашлифовываем внутреннюю часть кутикулы и раскрываем ее. И не забываем зачищать боковые валики.
Как вы заметили, ноготь неровный и имеет борозды. В них расслоение натурального ногтя, куда забилась грязь. Пилочкой эти места вычистить будет тяжело, поэтому аккуратно без давления зачищаем расслойки аппаратом. Продолжаем обрабатывать правую половину всех ногтей. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost, I feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive to kill, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Раскрываем кутикулу и не забываем про заусенцы. Их нельзя надрывать. Итак, ноготь с большой задирой обрабатывать было сложнее всего. Не тебе спокойно пройтись фрезой, не спокойно счистить щеткой пыль, не захватить пальцем, как положено. Чтобы эту задиру не подрывать и не подковыривать, необходимо делать небольшой отступ от места надрыва или зачищать по ходу этого оторвыша, но никак не против.
Не забываем зачистить и зашлифовать эту огромную борозду по центру ногтя. Начисто зачищаем все отслойки, расслойки, грязь, все нужно вычистить максимально. Пилочкой зашлифовываем и выравниваем свободный край. Зашлифовываем поверхность ногтя. Но здесь также появляется препятствие, которое зовут заусенец. Чтобы в этот раз кожу не подорвать пилочкой, движения должны быть сверху вниз. Снизу вверх не пилим, ведь кожу надорвем. Все просто, все просто. И все по той же причине щеткой смахиваем пыль сверху вниз, а не наоборот. Короче, эта задира не дает расслабиться до конца процедуры. Ну и пока я по той же схеме пилю все остальные ногти, вернемся к 13-летнему мастеру маникюра. Одна из моих постоянных и самых первых клиенток – это многодетная мать. Она ходила ко мне еще с тех пор, когда ее старшей дочке было около годика. Хотя на тот момент это был всего лишь еще второй ребенок. И вот, подрастая, клиентка периодически приходила на коррекцию с дочкой. А дочка еще с самого детства хотела такие же ногти, как у мамы. И немного повзрослев, девочка начала собирать денежку. Потихоньку, и она приобрела себе все, что необходимо для наращивания ногтей в домашних условиях. Так, методом тыка, просмотров в интернете, она начала делать ногти себе и тренироваться на подружках. И, естественно, всех нюансов даже взрослый начинающий мастер знать не может и совершает ошибки. Некоторые ошибки могут очень повредить ногти, что, собственно говоря, здесь и случилось. Свои ногти можно испортить абсолютно всем. Либо вы перепилили натуральный ноготь, либо сильно надавили инструментом и повредили матрикс, либо сделали неправильную архитектуру, ноготь сломался, надорвал свой ноготь. От толщины материала могут быть ожоги, от дешевых материалов могут быть ожоги, аллергии. От неправильной подготовки и обработки могут появляться отслойки, синегнойные палочки, плесень, анихомикозы, грибок. Может быть все, что угодно. А детский растущий организм с теми же самыми ногтями намного чувствительнее к этим повреждениям, поэтому делать детскому организму это намного опасней. Тем более растущий организм имеет скачки гормонов, что также влияет на качество носки материала. Но значит ли это, что детям нельзя делать ногти? Почему же я тогда взялась за маникюр и делаю наращивание? Об этом я расскажу немного позже. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way, no. I'll give up everything. If I could see my dreams, make things right. 'Cause I'll do anything to make what a reality. Don't let go. But you know I never fail. А пока продолжим. Итак, материал цепляется лишь на хорошо зашлифованный ноготь. С глянцевой поверхности он быстро отвалится, так как ноготь имеет неровности, в ямки пилочка не попадает, а там зашлифовать тоже нужно. Поэтому вертим пилку как угодно. Уголком, бочком, неважно как, ямки тоже зашлифовываем. Кутикула. Вначале я срезаю самую торчащую часть заусенца, чтобы как можно меньше ее цеплять. Срезаю вдоль надрыва. Дальше дорубываю еще один самый торчащий кусок и плавно с него перехожу на срез кутикулы.
Огромный, цепляющийся за все заусенец мы срезали, но это не значит, что он пропал полностью. Кожу вокруг него необходимо сгладить. Беру алмазную насадку торнадо с острым кончиком. В предыдущей насадке кончик был закруглен и для подобной обработки не подойдет. Аккуратно сглаживаю место среза. Нормальным явлением окажется, если во время обработки кожи свежий заусенец начнет кровить. Необходимо лишь правильно обработать. Пшикнули или капнули перекисью и берем кровоостанавливающее средство. Я использую обычный капрамин. Беру новенький чистый микробраш, окунаю его в средство и аккуратно промакиваю и прижимаю к ранке. В это время разговаривайте с клиентом, спрашивайте, как она себя чувствует. Успокаивайте и отвлекайте. И предупредите, что это место может немножко щипать. Продолжаем чикать ножничками. Теперь ногти необходимо тщательно очистить от пыли и остатков кровоостанавливающего средства. Для этого орошаю ногти дегидратом. И в этот момент тщательно щеткой прохожусь по всем ногтям. Хорошо вычищаю все пазухи и синусы. Так очистить ногти от пыли получается намного тщательней и качественней. Но даже сейчас не забываем про заусенцы и не трем щеткой в свежеобработанных местах. Вернее трем, но аккуратно. Перед наращиванием обязательно используем дегидратор, особенно если работаем с подростками. Ведь гормоны балуются, нервишки шалят и ручки потеют. Дегидратор не жалеем, наносим на ноготь и на кожу вокруг. Дальше праймер. Перед наращиванием, а тем более у подростка, желательно, конечно, использовать кислотный праймер. Но так как здесь ногти долгое время подвергались всяким испытаниям в домашних условиях, поэтому я решила лишний раз не перепаливать и не пересушивать натуральную ногтевую пластину и взяла бескислотный праймер. Праймер наносим лишь на ноготь. База. Эту базу я часто показываю в своих видео. И это не реклама. Я ее покупаю за деньги. Это универсальная Air-база Strong фирмы Fox. Она идеально подходит именно к тонким поврежденным ногтям. Выравнивание ею не сделать. Она жидкая. Она идеально подходит как подложка на натуральный ноготь. Наношу на ноготь обычным средним слоем, втирающими движениями. При правильной подготовке база прочно сцепляется с ногтем. Отслоек нет вообще. Далее я вела беседы со своей юной клиенткой, и я понимаю, что все равно рано или поздно она снова начнет делать себе ногти сама, ну или делать их подружкам. Поэтому некоторые процессы я рассказывала и объясняла, показывала, как нужно делать и что делать не стоит. В процессе общения я поняла, что эта девочка действительно интересуется этой профессией, потому что теоретически она довольно хорошо подкована, она много чего знает, много чего читала. Единственное, не хватает практики, но все приходит с опытом, все мы с чего-то начинали. Наращивать я сегодня решила гелевыми типсами. Заказала их с любимого китайского сайта, ссылку найдете в описании под видео. Я очень благодарна продавцу, потому что он очень быстро отправил заказ, и товар пришел буквально за 1,5 недели. Заказала типсы я в первых числах февраля, и они успели прийти ко мне до начала войны. Ведь весь товар, который не успел прибыть в мое почтовое отделение до 24 февраля, отправился назад продавцам. И до этого времени сделать новый заказ в Алиэкспрессе я
не могу, ведь логистическое сообщение пока не возобновлено. Радует то, что AliExpress обеспечивает возврат средств за неполученные товары. Денежки, конечно, вернутся, но так хотелось то, что я назаказывала. Хотя это не главное. Главное, чтобы закончилась война. Первое, что я делаю, это подбираю нужную по размеру типсу. Типса должна быть не меньше и не больше ширины натурального ногтя. Матовая часть типсы – это контактная зона. Зона, которая должна прилегать к натуральному ногтю. Здесь, для этих ногтей, она очень длинная, поэтому я ее подрезаю. Также можно подрезать, если размер типсы немного больше, чем натуральный ноготь. Проверяю, подходит ли подрезанная типса. Беру каучуковую базу фирмы Reforma. Это база средней вязкости. Покрываю тонким слоем основную часть ногтя. Затем прокрашиваю контактную зону, матовую внутреннюю часть типсы. И прямо типсой с кисточки счищаю небольшую капельку базы. Делаю отступ от кутикулы приблизительно в 3-4 мм. Прикладываю типсу и плавно опускаю. В этот момент база распределяется по всему ногтю. Обращаем внимание, чтобы типса на ногте располагалась ровно. И в этот момент, по моей просьбе, клиентка включает LED-фонарик. Фиксирую типсу под лучами фонарика приблизительно 10 секунд. База застывает, типса схватывается, а уже после отправляем сушиться ручку в лампу полноценно на 1 минуту. Делаю по одному пальчику. Вновь подбираю нужную по размеру типсу. Обрезаю лишнюю часть ненужной контактной зоны. Закругляю углы. Покрываю ноготь тонким слоем базы. Прокрашиваю внутреннюю часть типсы. И нагребаю немного объема. Прикладываю к ногтю, делая отступ 3-4 мм и аккуратно плавно опускаю. Фиксирую в нужном положении под LED-фонариком 10 секунд. А уже после отправляю сушиться на 1 минуту в лампу. Дальше я столкнулась с небольшой проблемой. Даже самая большая типса из набора мала для ногтя на большом пальце. Но давайте попробуем сделать небольшой фокус. Снова просто срезаем ненужную длину контактной зоны. В этот раз я срезала немного больше, чем на предыдущих ногтях. Смягчаю углы. Ну а теперь, как обычно, покрываем тонким слоем ноготь базой. Прокрашиваю внутреннюю часть типсы. Сошкрябываю базу. И прикладываю к ногтю. Каким-то дивным образом, но теперь типса соответствует ширине ногтя. Фиксируем фонариком и отправляем сушиться в лампу. И хоть эти типсы имеют название гелевых, сделаны они из обычного гибкого пластика, но за счет того, что внутренняя часть зашлифованная, матовая, сцепка с ногтем идет идеальная. И при правильной работе такие ногти носятся вплоть до следующей коррекции. Это я пробовала на себе. 10 минут и все ногти нарощены. Теперь избавимся от ненужной длины. Хотя моей клиентке так понравились длинные ногти, но пришлось срезать. С этой задачей я быстро справляюсь с помощью керамической насадки и максимальных оборотов аппарата. Просто спиливаю ненужную длину. Дальше необходимо сгладить ступеньку перехода, но на самом деле здесь этой ступеньки толком-то и нет. Прохожусь один раз насадкой, но это ненужное занятие в данном случае.
Пилочкой корректирую форму свободного края. Теперь хочу обратить внимание. Верхняя часть типсы глянцевая, а к гладкой глянцевой поверхности искусственное покрытие цепляться не будет. Поэтому зашлифовываем поверхность пилочкой или бафиком, кому как удобно. Вернемся к вопросу, со скольки же можно делать ногти? На этот вопрос ответит только твой родитель. Если можно, значит можно. А если нельзя, подожди 18-летия, стань самостоятельной, заработай денежку и делай с собой все, что душеньке угодно. Ответ для родителей со стороны мастера. Когда же можно разрешить делать ногти своим детям? Это решаете только вы. Ногти можно делать в любом возрасте. Главное, чтобы мастер был опытный и умел работать с детскими ручками, знал строение ногтей, работал качественными безопасными материалами и не забывал о стерильности. Из-за более активного образа жизни у подростков длинные ногти все же лучше не делать. Это травмоопасно. Также рассчитывайте на своевременную коррекцию. Затягивать с этим нельзя. Также это не должно отвлекать от учения. Возможно, это будет стимулом, как поощрение. После того, как ногти зашлифовали, их можно перекрывать цветом. Но мы решили сделать дизайн, поэтому все ногти покрываю тонким слоем базы. Для дизайна использую фигурные переливающиеся пайетки. Их выкладываю на кончики ногтей. И небольшой нюанс. Если ваша дочка безбожно грызет ногти и отучить не получается, есть риск, что форма своих ногтей будет испорчена, и ногти всегда будут вот такие, коротенькие, обгрызанные и малосимпатичные. Если у вас есть возможность, то отдайте ручки ребенка хорошему мастеру. Мастер сможет исправить уже нарушенную форму и предотвратить постоянное уничтожение натуральных ногтей с помощью покрытия или укрепления. Главное попасть к опытному мастеру. Ведь странное правило, в 16,5 делать ногти нельзя, а в 17 можно. А пока ногти сохнут в лампе, сделаю замес нереально классного сочного геля. Беру люминесцентный гель-лак фирмы Розалинт номер А541. Оставляю небольшое количество на палитре. Этот гель-лак светится в темноте. К нему добавлю бриллиантовый гель-лак со светоотражающим эффектом фирмы Born Pretty. Еще добавим розовые хлопья Юкки. Крупные светоотражающие частички. И молочный моделирующий гель фирмы Веналиса. Это прозрачно-молочный гель приятной консистенции, хорошо самовыравнивается и легок в опиле. Добавив объемную капельку, все ингредиенты смешиваю между собой до однородной консистенции. Получился уникальный гель в единственном экземпляре. Сочный, светоотражающий, светящийся в темноте. Короче, супер крутой. Вначале весь ноготь покрываем тонким слоем. Затем добавляем объемную капельку у кутикулы, аккуратно ее подталкиваем к коже и стягиваем к центру ногтя. Теперь на кончик ногтя выкладываю прозрачный гель и стягиваю его вверх к центру ногтя. Таким образом, нижняя часть ногтей будет полупрозрачная. Отправляем сушиться в лампу. Вторая ручка будет полностью покрыта этим самодельным гелем. Весь ноготь покрываем тонким слоем. Затем выкладываем объемную капельку, подталкиваем ее к кутикуле и стягиваем аккуратно вниз. Делаем выравнивание. После просушки снимаем липкий слой. Теперь необходимо выровнять и зашлифовать поверхность ногтя, придать окончательную форму ногтям. Огромный плюс в таком наращивании, что не нужно выпиливать под ногтями. Под ногтями уже ровно и гладко.
А еще хочу показать вам залипательную, классную кисточку от пыли. Ссылку скину в описании под видео. Она мягкая, на вид обалденная, клиенты от нее в восторге. В восторге как в визуальном плане, так и по ощущениям. Кисточка просто класс, класс, класс. Щекочу клиентку, убираю пыль. И перекрываю все ногти глянцевым топом. А теперь настало время посмотреть, что же получилось. Чистая, аккуратно обработанная кутикула, ровные ногти, ручки прямо девочки-девочки. И классный дизайн, прозрачный кончик, а еще они светятся в темноте и имеют светоотражающий эффект. Все эти эффекты можно увидеть, досмотрев видео до самого-самого конца. Надеюсь, видео было полезным. Понравилось вам? Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем мира и добра. Не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока.